И приступаем к нанесению. Валик. И приступаем. Хорошо, давай еще раз. Давай. Недорогой. Буду использовать самый простой валик. Сейчас прям это. Смотрите на руку. Всем привет! Вы на канале Креативный слой. С вами Ксюша. Мы сегодня находимся в новой студии, в которой делали эти стены. И это видео будет посвящено именно работе на объеме. Делать мы будем все из обычных материалов с применением тюля. Перед началом работы обязательно укройте все, что можно испачкать, пленкой и малярным скотчем. В этом видео будет толстослойный декор, поэтому хорошая подготовка поверхности нам не нужна. Если у вас наклеены обои, снимайте их, грунтуйте стену и приступайте к работе. В нашем же случае все окрашено водонесенной краской, поэтому ее необходимо проверить, мелит она или не мелит. Сделать это можно влажной тряпочкой, либо рукой. Потерли немножко стену, если остается белый след, значит краску необходимо грунтовать. В нашем случае подойдет грунт глубокого проникновения. Для его нанесения я буду использовать самый простой валик. Для удобства я использую удлинитель. Обильно смачиваю грунтовкой валик, затем излишки удаляю. Чтобы аккуратнее нанести грунтовку, необходимо валиком двигаться снизу вверх. Когда наносите грунтовку снизу вверх, образуется волна, которая хорошо пропитывает поверхность и по минимуму стекает вниз. Закончили с нанесением грунтовки, теперь дадим ей высохнуть в течение 1,5 часа. Грунтовка полностью высохла и поверхность перестала пачкаться. Теперь приступаем к нанесению кварцевого грунта. Материал необходимо хорошо размешать, чтобы поднять песчинки, осевшие на дно банки. Хорошенько перемешала и переливаю в ванночку. И набираю сразу грунт на валик. Для нанесения кварцевой грунтовки используйте валик со средним ворсом. Ни в коем случае не берите поролоновый. Грунт наносите примерно как обычную краску. Песчинки создают на поверхности шероховатый рельеф, на котором в дальнейшем лучше держится гипсовая штукатурка. В труднодоступных местах и в углах добавляем кисточкой материал. Сделали угол, перехожу дальше на соседнюю стену. С кварцгрунтом закончили, оставляем его до полного высыхания в течение 12 часов. Кварцевый грунт полностью высох и можно приступать к нанесению рисунка. Рисунок будем делать при помощи трафарета, а в качестве трафарета использовать обычный тюль. Для создания фактуры буду использовать гипсовую штукатурку. Замешиваю ее, добавляю штукатурку в воду. Штукатурка гипсовая достаточно быстро сохнет, поэтому много материала не замешивайте. Если не любите работать с гипсовыми материалами, то можно выбрать полимерную шпаклевку. Штукатурку можно размешать вручную, но гораздо быстрее и проще это сделать при помощи насадки на перфоратор. Наносить штукатурку на тюль буду при помощи кельмы. Консистенция штукатурки должна быть не очень густая. Набираю небольшое количество материала на кельму. В идеале вам нужен помощник, который будет держать тюль. В одиночку с ним не очень удобно работать. Прикладываю тюль к поверхности и свободной рукой добавляю штукатурку. Целиком отпечатывать весь фрагмент тюля не нужно. Снимаем первый. Дальше у меня есть второй тюль с другим рисунком. Набираю небольшое количество материала на кельму. Прикладываю на те участки, где у меня пустые места. И точно так же отпечатываю рисунок. Где-то я отпечатываю больше рисунка, где-то меньше.
Мне очень нравится, как получается рисунок, но хотелось бы его слегка подразбавить более монотонным узором, чтобы не было слишком большого количества орнамента. Поэтому я выбрала вот такую сеточку. Прикладываю в те места, где не хватает рисунка, и заполняю. Добавляю прям совсем небольшие фрагменты, отпечатываю их нечетко, чтобы этой сетки слишком много не было. Там, где у вас слегка подтягивается ткань, необходимо повторно добавить рисунок и хорошо разгладить. Тогда в этих местах фактура проявится. Закончили с рисунком сетки. Далее подождем, пока штукатурка подсохнет. После этого будем наносить карту мира. Пока рисунок высыхал, я уже замешала гипсовую штукатурку, поэтому можно приступать к нанесению карты мира. Делать я ее буду при помощи шпателя и кельмы. Наношу небольшое количество и слегка его приподнимаю на кельме. Тампующими движениями наношу на поверхность, отпечатываю и сразу приглаживаю. Приглаживаю я легкими аккуратными движениями, сильно нажимать не нужно. Наношу на те участки, на которых не хватает материала, то есть там, где мы не делали рисунок. Таким образом заполняем всю стену. Время от времени отходите от стены подальше, смотрите на общий рисунок, где необходимо добавить островков, туда добавляете. Главное видеть всю картину в общем. Дальше я покажу, как наносить во внутренний угол карту мира. Также добавляю небольшое количество на кельму, слегка приподнимаю штукатурку и отторцовываю сначала в одну сторону угла и в другую сторону. Стараюсь как можно ближе поднести кельму к углу, отпечатываю рисунок. Далее его сразу же вытягиваю в одну сторону и в другую сторону. В труднодоступных углах можно просто шпательком добавить маленьким. С внешним углом поступаем точно так же. Стараемся делать плавный переход с одной стены на другую. Сейчас покажу, как делать наружный угол. Отпечатываем с одной стороны и точно так же с переходом по углу отпечатываем на соседнюю стену и приглаживаем. Если остаются наплывы, ничего страшного, их можно подшкурить после высыхания штукатурки. И вот видите, островок переходит с одной стены на другую, никаких здесь разрывов нету. То есть не должно получаться так, что у вас островок здесь закончился на углу, а здесь пустое место, но должен плавно переходить на соседнюю стену. Также не нужно закрывать целиком полностью угол сплошным островком, ни внутренний, ни внешний. Некоторые так делают, смотрится это не очень хорошо. В одну и в другую сторону разглаживаем уголок. Вот такие движения сверху вниз не надо делать, лучше всего в сторону. В сторону чуть-чуть наискосок, короткое движение. Завершили создание фактуры и оставляем штукатурку высыхать в течение суток. Гипсовая штукатурка полностью высохла, и чтобы сделать поверхность более гладкой и приятной на ощупь, а также чтобы краска на нее легче ложилась, я ее прошлифую при помощи шлифовальной машинки с зерном 320. Если вы это будете делать вручную, то подойдет зерно 120 либо 240.
Самые сложные этапы у нас позади. Можем приступать к покраске. Но перед тем, как ее начинать, необходимо нашу поверхность загрунтовать, чтобы обеспылить и улучшить сцепление с краской. Грунт буду использовать тот же самый, что и в начале видео. И как обычно наносим грунтовку снизу вверх, хорошо растирая те капли, которые образуются на стене, чтобы в дальнейшем они легче закрашивались краской. И когда уже валик становится полусухой, растираем все подтеки в разные стороны. Закончили с грунтовкой, дадим ей высохнуть в течение 1,5 часа, а пока она сохнет, займемся краской. На нашу площадь потребуется 2,5 литра краски. Я уже налила в банку небольшое количество матовой водоэмульсионной краски. Из нее сделаем серый цвет. Для этого потребуется оранжевая и синяя колер-паста, а также черная пигментная паста. Начинаю с оранжевой. Добавляю ее достаточно много. Далее наливаю синий цвет. Синего наливаю в половину меньше. При смешении с оранжевым цветом они должны дать теплый серый оттенок. И перемешиваю их. Черный пигмент добавляем не сразу, а после того, как хорошо перемешали оранжевый и синий. Если цвет оказался слишком коричневый, то добавьте еще туда синий колер краски. Также не нужно замешивать сразу все количество белой краски вместе с колорантами. Оставьте ее хотя бы половину для того, чтобы разбавить цвет. Синий с оранжевым хорошо перемешались, добавляю черный. Наша белая краска не очень пигментирована, поэтому получается слишком насыщенный цвет. Поэтому, как я вам говорила, отливайте небольшое количество белой краски, чтобы в дальнейшем ее разбавить, что мы сейчас и сделаем. И хорошенько перемешиваем. Краска у нас должна получиться в 2-3 раза светлее. Хорошенько перемешиваем с бортов, так как там остается самый насыщенный цвет. Получили необходимый цвет, переливаем краску в ванночку и окрашиваем наши стены. Валик я буду использовать с длинным ворсом. Валик предварительно смочите водой, чтобы он меньше впитывал в себя краску. Так как окрашивать мы будем в 2 слоя, поэтому предварительно углы я не прокрашиваю, а прокрашу их между первым и вторым слоем. Поверхность достаточно рельефная и объемная, поэтому ее необходимо окрашивать в 2 слоя. Особенно сложно окрашивать рисунок, который остался после сетки. Стоп. Эта краска не моющаяся, поэтому в процессе колировки в банке она выглядит более темной. При высыхании же она становится светлее на 2 тона. Учитывайте этот факт при колировке вашей краски. Если она у вас моющаяся, то она будет темнеть. Если она не моющаяся, то скорее всего она посветлеет на стене. Поэтому делайте пробный выкрас на незаметном участке. Прокрасили как можно ближе к краю и заканчиваем уже в самом углу кисточкой. После нанесения 2 слоев краски и их полного высыхания приступаем к колировке светлого цвета, чтобы подчеркнуть нашу фактуру. В тот же цвет, которым красили первые слои краски, добавляем белый цвет, чтобы сделать его более светлым. Разбавлять ее лучше всего той же самой краской, либо, если нет возможности, то использовать краску, близкую по составу. Не обязательно использовать именно краску для того, чтобы выделить вершины фактуры, а можно взять перламутр либо золото, то есть любой блестящий материал, который вам нравится. Также наносить можно его не только при помощи губки, но и велюровым валиком. Так как я люблю именно наносить губкой, поэтому я буду использовать целлюлозную губку.
Набираю на губку материал при помощи кисточки. Целлюлозную губку перед началом работы обязательно смочите водой. Первые движения делаем очень аккуратные, так как на губке еще достаточно много краски. Очень аккуратно, едва касаясь поверхности, наносим краску. И смотрите, как фактура сразу выделяется за счет второго, более светлого цвета. Если у вас площадь большая, лучше всего выбирайте именно целлюлозную губку, так как она не сдирается и достаточно износостойкая. Мне очень нравится, как получились места, где сетка. Они очень интересно смотрятся, достаточно необычно и хорошо дополняют рисунок на стене. На этом этапе можно использовать более блестящую краску, например, полуматовую или глянцевую. В дальнейшем будет с воском проще работать. Аккуратно начинаем. Можно начинать не с угла, к примеру, стены, а с самого центра, так как состыковки краски не будет и наслоения тоже. Закончили выделять вершины. Далее, чтобы подчеркнуть глубину, сделаем самодельный воск. Чтобы приготовить 1,5 литра воска для лессировки, нам потребуется пол-литра акрилового глянцевого лака и 1 литр обойного клея. Обойный клей я использую для флизелиновых обоев. Налила лак и колерую его в темный цвет. Я буду использовать только черный колер. Хорошо его перемешиваю. Чтобы воск не получился слишком темный, большое количество пигмента добавлять в него не нужно. Также сейчас на этом этапе можно добавить туда блески, что я и сделала. Блески у меня теплого золотого оттенка, не очень крупные, но и не мелкие, как пудра. Можно использовать любые, то есть более крупные, либо наоборот более мелкие. Размешали хорошо блестки и выливаем литр клея. И тоже хорошо перемешиваем. Пока воск не высох, он смотрится достаточно синим, но это пропадет после его полного высыхания на поверхности. Переливаю я воск в ванночку для краски. Наносить я буду воск при помощи валика и удалять излишки скребком для окон. Нанесение воска лучше всего начинать сверху и двигаться от угла. Также его необходимо наносить неровными участками, чтобы при высыхании не видно было стыков. Наношу я где-то около 1 квадратного метра. Можно также заходить на соседнюю стену, но главное делать стык неровным. Нанесли немного и начинаем разглаживать от угла в одну сторону, убирая излишки, и в другую сторону. Работать необходимо очень быстро на поверхности и соблюдать состыковку. То есть должен быть неровный край. Вот примерно такой же, как у меня на стене. Наношу примерно около квадратного метра на стене. Хорошо прокрашиваю углубление, иначе туда воск не попадет и будет не совсем подчеркнут рельеф. И также достаточно быстро растираю по поверхности. Двигаюсь от стыка сначала, а потом на стык, чтобы уже заполнить все углубления. Можно слегка заходить на соседнюю стену. Главное, чтобы был неровный стык. И сразу убираем. Где в углу не хватает, можно чуть-чуть дотянуть самим скребком. Первым слоем была матовая краска. Она очень хорошо в себя впитывает воск и затемняется. Поэтому и получается такой хороший эффект в углублениях. Если же использовать глянцевую либо полуматовую краску, то она будет меньше в себя впитывать, и за счет этого легче будет стираться воск с нее. После высыхания воска на некоторые участки нашей фактуры добавим золотую поталь.
Ее можно приклеить на специальный лак для потали, но я буду использовать акриловый лак, который использовала для приготовления воска. Наносить лак я буду обыкновенной губкой. Небольшое количество набираю на губку и добавляю на участок фактуры, который имеет мелкий рельеф. Беру небольшой кусочек потали и приклеиваю. Мне не нужно, чтобы золото здесь было очень плотным слоем. Достаточно, чтобы было более мелкое и как бы втертое в фактуру. Терли поталь и сразу закрываем ее лаком. То есть тот же лак с губки добавляем поверх потали, чтобы ее закрепить. Перехожу к следующему участку. Главное, чтобы слишком много золота не было, чтобы оно было именно в углублениях. Так это будет смотреться гораздо интереснее на стене. То есть мы ее прикладываем пальчиком, хорошо растираем. Главное, чтобы слишком много золота не было, чтобы оно было именно в углублениях. Ну и сразу закрепляю. Выбираю очень мелкую фактуру, чтобы золото на нем смотрелось максимально естественно и не очень плотным слоем наносилось. То есть если выбрать какой-то рисунок с крупным рельефом, то на него ляжет очень плотным слоем поталь и будет смотреться слишком ярко это золото. Закончили с нашей работой. Вот такой вот интересный вариант у нас получился. Смотрится он действительно здорово. Мне особенно нравится то, как мы его подчеркнули цветом. Такой оттенок выбран специально для студии, чтобы не сильно привлекать внимание и не отвлекаться от того, что будет происходить на этом образце. Самое важное здесь это выбор краски. На первый слой обязательно должна быть глубоко матовая краска. Сверху на вершинах более блестящая, например, полумат, полуглянец, либо глянец. В дальнейшем, когда наносите воск, он впитывается в глубоко матовую краску и практически не впитывается в краску с глянцем. Этот вариант нанесения, он как конструктор, то есть вы можете его подобрать именно под себя, то есть перестроить какие-либо элементы так, чтобы вам это нравилось. Например, сделать более мелкий рисунок карты мира, либо вообще ее не использовать. Также по цвету вы можете выбрать варианты, те, которые вам нравятся, то есть в более светлых тонах, либо наоборот еще более темных тонах. Вершины островов можно выделить не только одним монотонным цветом, но и использовать 2-3 оттенка. То, как их применять и наносить при помощи губки, я показывала во многих видео. Не обязательно использовать блестки. При приготовлении самодельного воска можно просто его слегка оттенить пигментом. По поводу материалов. Я использовала гипсовую штукатурку, так как у нас сухое помещение. Но если вы будете работать во влажном, то выбирайте цементную штукатурку либо плиточный клей и окрашиваете такую поверхность влагостойкими материалами. То есть краска должна быть для влажных помещений либо фасадная. Это видео получилось достаточно длительным, но при этом информативным. Но если все-таки у вас остались вопросы, вы можете их задать в комментариях под этим видео. А на сегодня у меня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. Всем удачи, здоровья, пока!